Всем привет! Сегодня я приготовлю культовый японский суп-рамен за 1 минуту, 1 час и 1 день. Минута пошла. Единственное решение – это рамен быстрого приготовления. Достаем специи и заливаем кипятком. Процесс заваривания начался, и теперь можно добавить специи. Остается накрыть крышкой. Таймер прозвенел. Рамен готов. Перед употреблением нужно только перемешать. Пробуем. Вкусная лапша и насыщенный хоть и химический бульон. Учитывая, что у нас была всего минута, это отлично. На приготовление следующего рамена у нас будет целый час. Здесь мы используем уже нормальную высушенную лапшу для рамена. Ее вкусовые характеристики гораздо выше прошлой. Берем одну порцию и отправляем вариться. Помешиваем, чтобы не слипалось. Через 7 минут можно снимать с плиты и сливать лишнюю воду. Лапшу в миску. В качестве основы мы будем использовать магазинный куриный бульон. А для придания мощного вкуса мы используем азиатскую основу для супа. Ставим на плиту и, помешивая, доводим до кипения. Готово. Можно заливать в тарелку. Основным топпингом будет куриное филе. Нарезаем его на дольки. И переносим в миску. Для маринада добавим соевый соус, соус чили, мирин, рыбный соус, измельченный чеснок и натрем имбирь на мелкой терке. Готово. Хорошенько перемешаем курицу. Через 30 минут маринования распыляем масло на горячий гриль и обжариваем куски курицы. Минуту спустя переворачиваем на другую сторону. Спустя еще минуту можно красиво выкладывать в тарелку. Первый топпинг готов. Вторым топпингом будут вареные яйца. Заранее нужно подготовить миску с холодной водой и льдом. Ровно через 6 минут варки перекладываем яйца в ледяную воду. Это нужно, чтобы моментально остановить приготовление. Вот теперь можно легко очистить яйца от скорлупы, просто побив по ней ложкой. Готово. Остается только разрезать яйцо напополам. Желток получился жидким, то что нужно. Выкладываем второй топпинг в тарелку. Последний, третий топпинг – это просто нарезанный зеленый лук, потому что у нас уже заканчивается время. Красиво выкладываем его в тарелку. И второй рамен готов. Мы успели приготовить его ровно за 1 час. Давайте пробовать. Сначала лапша. Она неплохая, как в рамене среднего уровня. Курица. Неплохо, но ничего особенного. Яйцо. Стандартное без особого вкуса, но с правильной текстурой. Последнее – бульон. Вот он очень вкусный и с мощным азиатским ароматом. В целом это вкуснее рамена быстрого приготовления, но не прям вау. Переходим к финальному рамену, на приготовление которого у нас будет целый день. Начнем с самого долгого – кимчи. Берем 2 мини-капусты, удаляем корни, разрезаем на 4 части и шинкуем в поперек. Сверху хорошенько посыпаем солью. И мнем руками. Просто накрываем пленкой и оставляем на час просаливаться. Готово, можно отправлять в сито. И промывать под проточной водой. В конце отжимаем от лишней влаги. И сбрасываем в миску. Теперь в сотейник отправляем рисовую клейкую муку, сахар, соус кимчи, рыбный соус, измельченный чеснок, мелко нарезанный имбирь и лук. Сюда же немного воды. Перемешиваем и загущаем на плите. Готово. После остывания можно добавить соус в капусту. Перемешиваем, и в таком виде мы оставим ферментироваться кимчи на целых 22 часа. Следующие на очереди маринованные куриные яйца.
Мы отварили яйца до мягкого состояния, как для рамена, за час. Но здесь мы их будем мариновать в соевом соусе, воде, сухом имбире, чили-перце, кунжутном масле, чесноке, сахаре, зеленом луке и репчатом луке. Перемешиваем маринад. И погружаем в него яйца. Немного жидкости, чтобы яйца плавали. И оставляем мариноваться. 20 часов спустя они готовы. Достаем. И как вы видите, белок окрасился в цвет маринада. Их остается только разрезать. Все, маринованные яйца для рамена готовы. Переходим к самому важному – идеальный бульон для рамена. На противень выкладываем жилистые части говядины, курицу и овощи. Хорошенько взбрызгиваем их маслом для получения максимальной корочки. И можно отправлять в духовку в режиме гриль. Готово. Благодаря корочке бульон будет иметь более богатый вкус. Перекладываем все в кастрюлю. Теперь нам нужен порошок на основе водорослей комбу. Он сделает наш бульон похожим на то, что готовят в лучших раменах Японии. Добавляем 3 стика. Следующая упаковка доведет наш бульон до сверхумами вкуса, так как внутри водоросли комбу уже в виде кусочков, стружка тунца, сушеные анчоусы, запеченная летучая рыба, грибы шиитаки и стружка скумбрии. Распечатываем. И высыпаем пакетики в кастрюлю. Также добавим кусочки имбиря, много зубчиков чеснока и вода. Все, можно ставить кастрюлю на плиту. А чтобы усилить все вкусы, нужно добавить глутамат натрия. Теперь ждем, пока все вкусы наших ингредиентов перейдут в бульон. На это уйдет 16 часов. Периодически мы подливали воду. Все, можно обратно доставать из кастрюли все компоненты, они уже отдали свой вкус. Остается процедить через сито. Идеальный золотистый бульон для рамена полностью готов. Следующий на очереди Наруто Маки. Это очень популярный топпинг для рамена. И делается он из рыбы. Нарезаем на кусочки рыбное филе. Отправляем в чашу. И измельчаем блендером до состояния эмульсии. Большую часть рыбного фарша выкладываем на пленку, а меньшую в пиалу. Фарш нужно равномерно распределить по пленке. Готово. В пиалу с фаршем добавляем сухие красители. И перемешиваем. Уже красный фарш отправляем в кондитерский мешок. И выдавливаем в виде линий на белый рыбный фарш. Его нужно тоже аккуратно распределить. Сворачиваем рулет. Затягиваем пленку с двух сторон и фиксируем пластиковыми стяжками. Отрезаем все лишнее. И заворачиваем рулет в циновку для суши, для сохранения формы. Готовить будем в пароварке. На это уйдет всего полчаса. Пришло время доставать наш рыбный рулет. Избавляемся от всего лишнего. Давайте посмотрим, что получилось внутри. Красивый спиральный узор, то, что нужно. Наруто Маки для рамена готовы. Следующий топпинг – жареные грибы шиитаки. Берем сырые грибы, срезаем у них ножку и делаем крестовой надрез на шляпке. Отправляем обжариваться на сковородку.
благодаря чему получаем красивый надрез сверху. Для придания вкуса добавим сахар и соевый соус. После того, как глазурь налипла на грибы, они готовы. Следующий топпинг – жареный говяжий язык на углях. Как по мне, говяжий язык очень недооцененная часть, поэтому я решил показать его использование в рамене. Первое, что нужно сделать, так это избавиться от жесткой оболочки языка. Ее невозможно прожевать. Язык подготовлен. Самой ценной считается вот эта часть. Все из-за идеального соотношения жира и мяса. Это напоминает вагю. Нарезаем на тонкие кусочки. И выкладываем на доску. Язык мы просто посолим, чтобы сохранить его необычный вкус. Готовить будем на гриле. Наполняем его углями. Разбросаем сухое горючее. И поджигаем его. Нам нужно полчаса на то, чтобы угли разгорелись. После чего равномерно распределяем их по мангалу. Добавим решетку. И начинаем обжаривать говяжий язык. Спустя 20 секунд переворачиваем на другую сторону. Вторую сторону прожариваем тоже 20 секунд. И перекладываем на тарелку. Мясная составляющая рамена готова. Шестым топпингом будет кукуруза-гриль. Нам нужен качан уже отваренной кукурузы. Достаем ее из упаковки. Насаживаем на палочку. Сверху выдавливаем майонез. И устричный соус. Хорошенько размазываем кисточкой. И отправляем кукурузу на гриль. Нам нужно получить корочку снаружи. Поэтому каждые 2 минуты будем переворачивать качан кукурузы на другую сторону. Готово. Осталось только срезать съедобную часть с помощью ножа. Последний топпинг для рамена готов. Осталось приготовить самодельную лапшу. На стол высыпаем муку. И делаем в ней углубление. Разбиваем одно яйцо. Добавляем соль и щелочную воду. Можно замешивать тесто для лапши. Готово. Теперь раскатываем его с помощью скалки. Дальше будем раскатывать с помощью машины для лапши. Уменьшаем расстояние между валиками. И прокатываем еще раз. По итогу получаем очень длинный пласт теста. Его остается только нарезать с помощью лапшерезки. Готово. Отправляем вариться в кипящую воду. Периодически перемешиваем, чтобы лапша не слиплась. И она готова. Отправляем ее в миску. Добавляем соевый соус, кунжутное масло и, наконец-то, наш золотой бульон. Выкладываем ломтики говяжьего языка. Кукуруза-гриль. Молодой кимчи. Жареные грибы шиитаке. Нарутамаки. Чипсы нори. Маринованные куриные яйца. Маринованный розовый имбирь. И зеленый лук. Все, босс-рамен готов. Мы без остановки готовили его целый день. Надеюсь, это того стоило. Попробуем сначала лапшу. Да, свежая лапша гораздо лучше впитывает вкус бульона. Грибы шиитаке.
Очень вкусный топпинг. Нарутамаки. Довольно вкусные рыбные кусочки. Самодельный кимчи. Он молодой и идеально подходит для рамена. Кукуруза-гриль. Обалденный сладковатый дымный вкус. Жареный язык. У него прям особенный вкус, а запахом дыма это просто нечто. Маринованные яйца. Это, пожалуй, мой любимый топпинг в рамене. Мягкий желток и белок, пропитанный умами вкусом. Ну и самое важное – бульон. Это самый вкусный бульон, который я когда-либо готовил. Он имеет насыщенный мясной и одновременно морской вкус, благодаря водорослям и сушеным видам рыбы. В целом, это самый вкусный рамен, который я когда-либо ел. Напишите в комментариях, где вы пробовали самый вкусный рамен в своей жизни. Будет интересно почитать. Всем пока!